Всем привет, меня зовут Артем, и вы на канале Коптим вместе. Сегодня мы вместе с вами закоптим вот эти потрясающие свиные ушки. Они уже предварительно подготовлены. Что это значит? Они почищены. Я сейчас даже вам покажу, чем я их чистил. Вот такая простая бытовая щетка, зубная. Тщательно вычищал я раковины. Внутри, снаружи, тут, везде полностью подготавливал к приготовлению. Поэтому этими вещами не пренебрегайте. Кто-то разрезает уши и как-то выскабливает, чистит. Но я сделал так, как я сделал. Поэтому советую взять на заметочку такой вариант чистки. Итак, приступаем к приготовлению. Простота и уникальность моего рецепта заключается в следующем. Для приготовления нам потребуется нитратная соль и сахар. Также вода. Многие из вас видели разные видео, где варят тузлук люди, засыпают туда кучу разных специй. Я этого ничего делать не буду. Полный рецепт будет в конце ролика, как обычно. Но для тех, кто постоянно пишет мне комментарии, что я не написал рецепт, я скажу вам здесь сейчас. Мы берем 1 столовую ложку соли и 5 грамм сахара на 1 литр воды, учтите. А если быть более точными, 30 грамм соли. Опять же, если вы любите там посолонее, добавляете больше соли. Хотите сделать более пресно, меньше. Все элементарно просто. Все, насыпаю в миску все сыпучие наши ингредиенты. Затем немножечко воды. Такое количество, чтобы мне было комфортно размешать соль и сахар. Размешиваем до полного растворения, чтобы не было никаких комочков, ничего подобного. Рассол готов. Беру гастроемкость. И перекладываю все уши сюда. Так, концентрированный рассол залил. Теперь доливаю, так скажем, разбавляю. Так, все отлично. Сейчас немножечко их притоплю. Все, вот у меня вышло 7 литров рассола. Можно их так немножечко пошерудить, пошебуршить, чтобы более тщательно разошелся рассол весь, вся соль, сахарок. Все готово. Теперь я убираю в холодильник ровно на 1 сутки. После чего встретимся, и я вам покажу и расскажу, что будем делать дальше. Прошли сутки. Наши уши просолились, я их уже вывесил в термокамеру. В чем заключается фишка нашего рецепта приготовления? В том, что мы будем с вами готовить наши уши на пару в нашей термокамере от компании Hobby Smoke. Я сейчас выставляю температуру 80 градусов и включаю парогенератор. И именно на этом режиме мы будем с вами доводить их до кулинарной готовности порядка 4 часов. Термощуп, естественно, никакой мы вставлять не будем, потому что уши, естественно, маленькие, тонкие, так скажем, и термощуп там никуда не подсунуть. Но за 4 часа они полностью приготовятся, будут мягкие. Затем мы с вами их подсушим, подвялим немножечко и завершим процесс копчения с дымом. Доведем их до желаемого цвета и аромата. Ну а потом уже включимся и будем дегустировать, потому что это самый долгожданный момент каждого нашего видео. Все, наконец-таки мы готовы приступить к дегустации, поскольку наши ушки, которые раньше были на макушке, готовы. Уже налиты 2 бокальчика, и я думаю, пора позвать кого? Как это, помните? Дедушка Мороз, это Вован! 3 раза надо говорить. Вован! Оператор, ну-ка дай там тоже голос. Слышь, привет. Здорово. Короче. Дай мне уже. Подожди, это
потому что ты мне все нервы поистрепал. Я вообще ему все нервы истрепал. Отвечаю, это вот я делал для тебя, получается, Да. фактически. Сквозь слезы, можно сказать. Рецепт простой: соль, сахар и копчение. Я готов. Че, я уже приготовил, что-то нож за нож. Резать. Резать. Резать, давай. Ну что, пробуем, смотрим, что получилось. Ну что, Вован. Блин, это божественно. Так, ну бери, выбирай кусочек, я самый здоровенный взял. Ну, Так. Слушай, хочу на тебя сначала посмотреть. соли маловато. Для тебя маловато соли? Можно было Ну, побольше. сейчас я попробую. Вов, вот знаешь, что я хочу отметить? Вот то, что вот хрящик хрустит, и он довольно-таки мягкий, да? Вот он протушился, так можно сказать, проварился на пару. Уши огонь. Да, вот, но, кстати, за вас, друзья. Но я соглашусь с Вованом, что соли чуть-чуть можно побольше. Мне, в принципе, нормально. Я не люблю, когда сильно соленое. Но подпенный напиток. Да, должен быть. Но, Ну, так это вкусно все равно. и аромат какой, да, копчение. Кстати, коптил я на ольховой щепе. Забыл вам до этого сказать. Одни сутки мы с вами их солили, как вы помните. Можно подержать 2 суток, да? Или добавить чуть больше соли. Но опять же... Ох, аж язык прикусил. Вкусно. Вот. Ну что, на этой вкусной ноте такой, да, ушастой, будем заканчивать наше видео. Друзья мои, кстати, не забывайте, что коптил сие, вот это вот чудо ушастое, я на оборудовании от компании Hobby Smoke. Это мои друзья и партнеры. У них есть огромный выбор разнообразных термокамер, коптилен попроще, и деревянные небольшие ящички, дымогенераторы и огромное количество сопутствующих товаров для копчения. Заходите, изучайте. Заходите, изучайте, да, ссылочка будет прямо здесь, вот прямо под этим видео, прям заходите, смотрите. Не забывайте, перейдете по ссылке, которая будет внизу, и вас ждет еще приятный бонус-подарок от Коптим Вместе. Если вам понравилось видео, обязательно подписывайтесь на канал, ставьте большие пальцы вверх, пишите комментарии, задавайте любые вопросы. Поехали в Франкфурт. А также не забывайте про наши соцсети, это группа ВКонтакте, Телеграм и Яндекс.Дзен. Ссылочки также будут внизу под этим роликом. Все, ребятки, до новых встреч, всем пока-пока, удачи!